Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Kiwi Tour, и сегодня будет очень полезное видео для тех, кто планирует поездку в Республику Абхазия. Также это видео будет полезно и тем, кто здесь уже был, потому что изменились правила прохождения границы, и сегодня мы об этом также расскажем. Досмотрите обязательно это видео до конца, будет много важной информации. Мы ответим на частые вопросы, которые задают нам наши туристы, и пересылайте видео тем, кто планирует поездку в ближайшее время в страну души. Абхазия – это частично признанная республика, которая расположилась на побережье Черного моря. А граничит у нас с двумя странами – это Грузия и Россия. И основной туристический поток – это наши с вами соотечественники из России. Еще в советское время Абхазия стала настоящей туристической Меккой благодаря идеально чистому Черному морю, субтропическому климату и главному Кавказскому хребту, который расположился на всей территории Республики Абхазия. Но на самом деле Абхазия – это не только про пляжный отдых. Популярные туристические экскурсии и в горный кластер, например, на знаменитое высокогорное озеро Рица. Также в Абхазии расположены самые крупные пещеры на территории СНГ. Они находятся в городе Новый Афон. Помимо этого, в Абхазии большое количество термальных, сероводородных, радоновых источников, поэтому сюда можно приехать для того, чтобы восстановить здоровье. В Абхазии два государственных официальных языка. Это русский язык и абхазский. Но 99% населения страны свободно разговаривает на русском языке, поэтому никаких языковых барьеров здесь нет. Как же добраться до Абхазии? На данный момент действующего аэропорта в стране нет, хотя к 2025 году обещают его открытие. Мы очень ждем и надеемся, что это действительно произойдет. Вообще сам аэропорт расположен недалеко от столицы Абхазии, город Сухум. Если вы прилетели в международный аэропорт Сочи, есть несколько вариантов, как же добраться до Абхазии. Первый способ – это такси. По стоимости от аэропорта до границы стоит 300-500 рублей. Но здесь важно отметить момент. Такси вас не довезет до самой Абхазии, а довезет вас до границы Псоу. Там вы выходите, проходите российско-абхазскую границу, и дальше уже в самой Абхазии вы берете такси, либо ходят рейсовые автобусы. После прохождения абхазской границы там есть такое место, где сосредоточено большое количество такси и автобусов. Хотя, когда вы будете заказывать такси, приложение Яндекс, Максим или какие-то другие, вам система может показать, что вас завезут до самой Абхазии. Но, к сожалению, это не так. Также от аэропорта до границы ходит рейсовый автобус номер 558. Но здесь есть нюанс. На автобусе вы можете попасть в пробки Адлера, и дорога, которая на такси у вас займет 10-15 минут, здесь вы можете ехать около часа. Поэтому решать вам. Третий вариант, как добраться из аэропорта, это «Ласточка». Но здесь тоже есть нюанс. «Ласточка» ходит всего один раз в день, что может быть не совсем удобно под время вашего прилета. И «Ласточка» ходит до станции Гагра. Если вы отдыхаете в отеле в Гагре, то этот вариант вам может подойти. Если вы едете поездом, то у вас есть возможность купить билет сразу до нужного города в Абхазии. Если вы приезжаете поездом до станции Адлер, то здесь вы можете воспользоваться теми вариантами, которые я говорила до этого, так как аэропорт и ЖД вокзал Адлер находятся буквально в 5 минутах езды друг от друга. Самый простой, быстрый и комфортный способ добраться до Абхазии – это заказать индивидуальный трансфер. Да, это будет стоить немного выше по стоимости, но зато вас встретит водитель прямо около аэропорта, пройдет вместе с вами границу и довезет вас до самого отеля.
Для прохождения границы с Абхазией российскому гражданину потребуется только внутренний паспорт, но также можно пройти по заграничному паспорту. Хочется развеять миф, о котором много пишут в интернете, о том, что при прохождении границы в паспорте ставится штамп, после которого вы не можете посетить Грузию. Но на самом деле это не так. Мы сами часто проходим по заграничному паспорту, никаких отметок не ставится. Поэтому вы спокойно в дальнейшем можете посещать и Грузию. Для детей до 14 лет необходимо брать свидетельство о рождении обязательно с отметкой о гражданстве Российской Федерации. Это правило вступает в силу с 1 марта 2024 года, хотя оно было и ранее, просто сейчас к нему более пристальное внимание. Этот штамп вы можете поставить в МВД или в МФЦ вашего города. Также рекомендую перед поездкой в Абхазию проверить себя на долги на сайте судебных приставов. Ссылку на сайт мы оставим. Официальных валют в Абхазии две. Это абхазский абсар и российский рубль. Но все финансовые операции происходят в рублях. Соответственно, деньги менять для поездки не нужно. Но я вам настоятельно рекомендую брать часть средств обязательно наличными, потому что не везде принимаются карты. Если мы говорим про рынки, небольшие магазины, то не везде там можно рассчитаться по карте. Но в основном всегда вам могут раздать интернет, и вы можете перевести деньги на карту продавца. Что касается российских карт, все карты здесь работают. Также в крупных городах страны вы можете снять наличные без проблем. Комиссия зависит от банка, выпустившего вашу карту. Например, у нас карта Тинькофф мы снимаем без комиссии. Сбербанк берет комиссию 100 рублей, независимо от суммы снятия. Адреса банкоматов вы можете посмотреть на Яндекс.Картах. Что касается крупных торговых центров, больших каких-то магазинов, рестораны, вы там смело можете рассчитываться по российской карте. Если вы планируете посетить Абхазию на своем автомобиле, то с марта 2023 года в стране действует закон об обязательном автостраховании ответственности. Это полный аналог российского ОСАГО. Все зарубежные автомобили, которые пересекают границу, то есть будь это российские, украинские, белорусские или еще какие-то, обязательно должны сделать местную страховку. Минимальная стоимость составляет 1000 рублей за 15 дней нахождения. Сделать ее можно вот на этом вот сайте, онлайн, заранее. Также ее можно приобрести почти возле каждого поста ГИБДД. Первый ларек такой находится буквально в 500 метрах после того, как вы проехали границу. Он будет находиться по правую руку. Что же касается самих правил дорожного движения в Республике Абхазия, то они очень схожи с российскими, но имеют ряд отличий. Например, взять нештрафуемый порог в России 20 км в час, то в Абхазии такого закона нет. Здесь он составляет всего 10 км в час, и этим очень часто пользуются местные гаишники. Также здесь действуют другие алкогольные промилле, другие штрафы за превышение скорости, за пересечение сплошной полосы. В открытом доступе КоАП Республики Абхазии находится, поэтому каждый желающий может с ним ознакомиться. Моя рекомендация всем водителям, которые будут приезжать в Республику Абхазия, это, конечно же, следовать правилам ПДД, несмотря на то, что местные водители часто их нарушают. Но за туристами здесь особое внимание, есть скрытые патрули, большое количество сотрудников ГИБДД, поэтому соблюдайте правила страны, в которую вы приезжаете. Также, что касается бензина в Республике Абхазии, с этого года, наверное, даже еще с того, он стал стоить существенно дороже, чем в России. Литр бензина АИ-95 на данный момент стоит 65 рублей. Например, в Сочи он стоит 55 рублей, поэтому рекомендуем заправлять полный бак до того, как пересечете границу.
Абхазия – это другая страна, соответственно, все российские мобильные операторы здесь находятся в роуминге. Существует два местных мобильных оператора – это Аквафон и А-Мобайл. Сим-карты можно приобрести сразу после прохождения паспортного контроля. Также в курортных городах можно найти эти брендированные магазины, где можно помимо сим-карт приобрести все необходимое для телефонов. Это такие аналоги наших МТС, Билайнов. Лично я пользуюсь оператором Аквафон. Покупал сим-карту что-то в районе 500 рублей, и у меня дается 1500 мегабайт на одни сутки за 50 рублей абонентской платы. Покрытие интернета очень хорошее, и интернет есть везде, будь то это высокогорное озеро Рица, Кадорское ущелье и так далее. Также туристы очень хвалят тариф Краш, который есть у оператора А-Мобайл. Там дается 30 гигабайт интернета за 1200 рублей. Абхазия растянулась вдоль Черноморского побережья на 240 километров. И большинство городов находятся прямо на берегу моря. Они являются курортными. Соответственно, везде есть средства размещения и инфраструктура для отдыха. Самым знаменитым, самым популярным еще с советских времен является, конечно же, курорт Гагра. Там очень много средств размещения и вся необходимая инфраструктура для качественного отдыха. Плюс он очень близко расположен к границе, всего в 30 километрах езды от Псоу. Но, конечно же, и без нюансов. Соответственно, на этом курорте сосредоточено летом в сезон самое большое количество туристов. Конечно же, не менее популярный курорт Пицунда, всеми любимый, где расположилась сосновая роща прямо на берегу Черного моря. Также она славится своими длинными бесконечными пляжами, и фишкой Пицунды есть места, где пляжи песчаные, что является редкостью для Сочи и Абхазии. Не менее популярный курорт – это Новый Афон, где тоже очень хорошее море, и там сосредоточены большое количество исторических достопримечательностей. Сухум также является магнитом для большого количества туристов. Здесь вы можете совместить пляжный отдых вместе со столичной жизнью. Менее популярными курортами для наших граждан являются Гудаута, а тем более Очимчира из-за своей удаленности от границы. Но если вам хочется более уединенного, спокойного отдыха, где будет меньше количество туристов, то я рекомендую присмотреться к этим двум курортам. Ну, а, конечно же, выбирать в любом случае вам, потому что у каждого свои пожелания и запросы на отдых. Существует миф о том, что отдых в Абхазии гораздо выгоднее, чем в Сочи и Адлере. Но в последние несколько лет в связи с общеизвестными событиями туристический поток в эту страну увеличился в разы. А 2024 по всем прогнозам будет рекордным в плане количества туристов. От этого рост цен на средства размещения, рост цен на продукты питания. И вот Абхазия на самом деле уже, друзья, по цене приближается к Сочи и Адлеру. Нет, к сожалению, из Абхазии в Грузию, как и наоборот, попасть невозможно, потому что Грузия не признает суверенитета Республики Абхазии. Единственный путь из России в Абхазию лежит через КПП Псоу, а в Грузию через КПП Нижний Ларс. И также в обратном порядке туристы возвращаются. Нет, так как Абхазия – это непризнанная республика, и никаких брендов здесь нет и никогда не было. Единственное, что будет интересно нашим туристам, это турецкие товары и продукты питания. Их можно приобрести здесь во многих, на самом деле, магазинах. Есть прям специализированные, где вы можете приобрести вкуснейшую турецкую халву, оливковое масло, оливки и много-много других интересных вещей, которые мы с вами привыкли приобретать в Турции.
Жестких ограничений, как, например, в Дагестане или Чечне, в Абхазии нет. Но откровенные наряды здесь, конечно же, не приветствуются. С 1 августа 2023 года действует закон о недопустимости нахождения вне пляжа в купальных костюмах. За это штрафуют на 5000 рублей. Также мужчинам недопустимо находиться вне пляжа с голым торсом. Это тоже попадает под этот же закон. Да, в Абхазии полностью безопасно. Здесь с уважением относятся к гостям республики, если гости также с уважением относятся к местным жителям, к их традициям и культуре. Для абхазов гостеприимство – это не пустое слово, это традиция, которая передается из поколения в поколение и свято чтится. Будь то помощь на дороге, или вы спросите у любого прохожего, как вам пройти, куда-то пройти, вас чуть ли не за руку доведут до этого места. Я сам лично на себе очень часто в этом убеждался. А если вам посчастливится побывать в гостеприимной абхазской семье, где будет стол ломиться от явств, вино будет течь рекой, вы действительно в этом сами убедитесь. Поэтому я всем от души желаю лично посетить страну души и убедиться в этом самостоятельно. Мы постарались осветить все самые важные моменты, которые есть перед поездкой в страну души. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Мы постараемся помочь вам с их решением.